Всем привет! Наверное, все уже знают, что есть такой китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования под названием TENA. Так вот, там засветился очень интересный новый смартфон от компании Realme с каталожным номером RMX3462, который может получить название Realme Q3S. Сразу хочется отметить, что если посмотреть на параметры, то сразу понимаешь, что это среднее бюджетное решение. Но есть очень много интересных решений в данном девайсе. О них я сегодня и вам расскажу. Итак, основные фишки смартфона Realme Q3S — это достаточно мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 778G, целых 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт своей флеш-памяти. Full HD Plus дисплей диагональю 6,6 дюйма, а также 48-мегапиксельная основная камера. И многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Итак, из данных стало известно, что в базовой конфигурации смартфон Realme Q3S получит 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт своей флеш-памяти. Но зато максимальная версия получит целых 12 гигабайт оперативной и, подумать только, 512 гигабайт своей флеш-памяти. Тут нужно учитывать, что это среднебюджетный аппарат, что является большим плюсом. Сердцем смартфона выступает достаточно мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 778G, который, скажем прямо, показывает неплохие результаты. Система производится с использованием 6-нанометрового технологического процесса. Мобильная платформа получила процессорные ядра Cortex A78 с частотой 2,4 ГГц, а также Adreno 642L, который обеспечивает поддержку Vulkan 1.1, OpenGL 3S3.1, OpenCL 2.0. Платформа оснащена процессором обработки Hexagon 770. Для максимальной игровой производительности мы получили технологию Snapdragon Elite Gaming, а также тройной 14-битный процессор обработки изображения Spectra 570, который поддерживает одинарные камеры разрешением 192 мегапикселя. Мобильная платформа поддерживает 10-битную съемку фотографий, а также автофокусировку на основе искусственного интеллекта, многокадровое шумоподавление, замедленную видеосъемку при разрешении 720p с частотой 240 кадров в секунду, HDR10 и HDR10+. Также напоминаю, что однокристальная система оснащена модемом Snapdragon X53 5G, что является большим плюсом. Realme Q3S имеет дисплей IPS с разрешением Full HD+, с диагональю 6,6 дюйма. Данные экраны имеют высокое качество изображения, а также мы получаем максимально естественную цветопередачу. Главная особенность технологии заключается в реалистичности передачи цвета. Именно по этой причине данные смартфоны пользуются огромным спросом среди профессиональных редакторов фото и видеоизображения. Кроме этого, IPS-матрица отличается более высокой яркостью и контрастностью. Также мы получили экран с повышенной кадровой частотой обновления, а именно 144 Гц. Габариты смартфона составляют 164 на 75 на 8,5 мм при массе 199 грамм. А вот основная камера ничем не выделяется. Тут мы получили 3 датчика, основной на 48 мегапиксель и 2 дополнительных всего лишь на 2 мегапикселя. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 мегапикселей, емкость аккумулятора составляет 5000 мАч плюс-минус, с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Для полной зарядки с 0 до 100% потребуется 70 минут. Причем есть особенность данного зарядника. Сначала смартфон заряжается довольно медленно, а затем начинает разгоняться. Упомянут также 3,5 мм аудиоразъем для наушников. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11, а это нам дает новый интерфейс стартовой страницы открытых приложений и уведомлений. Новый интерфейс при зажатии кнопки питания, кнопок регулировки громкости и настроек камеры. Улучшенная анимация при запуске приложений и открытии папок. Вот такой смартфон
смартфон мы должны получить в ближайшее время. На мой взгляд, имеют очень много плюсов и достаточно неплохое решение в 2021 году. Также хочу сказать пару слов про еще один смартфон данной компании, а именно Realme GT Neo 2T. Совсем недавно вице-президент Realme официально подтвердил, что Realme GT Neo 2T станет первым смартфоном на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 1200i, который будет выпущен в Китае. У вас сразу же возникает вопрос, что это за такой процессор? Платформа MediaTek Dimensity 1200i получила различные улучшения работы системы искусственного интеллекта, новые возможности обработки изображений, более качественный ночной режим, улучшенную систему стабилизации изображения, более быструю обработку без задержек. Также на данный момент известны некоторые технические характеристики данного смартфона. В Realme GT Neo 2T используется тройная основная камера, характеристики которой пока что не сообщаются. В нижней части также имеется разъем для наушников 3,5 мм, что в наше время большая редкость. Realme GT Neo 2T будет оснащен OLED-экраном с высокой частотой обновлений и поддержкой сверхбыстрой зарядки. Смартфон дебютирует 19 октября. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Realme с каждым годом делает все лучше и лучше свои гаджеты. Самое главное, что данная компания не ушла куда-то в тень, она действительно сейчас представляют очень большую конкуренцию таким компаниям, как Xiaomi, таким компаниям, как Huawei и так далее. С каждым годом мы получаем все лучше и лучше смартфоны, все лучше и лучше флагманы, а также средние бюджетные смартфоны, что является большим плюсом. Также вы должны понимать, что данная компания производит все возможные гаджеты, начиная от смарт-часов, заканчивая холодильниками, телевизорами, ноутбуками и так далее. То есть это действительно стоящий бренд. И мы должны понимать, что Realme Q3S получится очень хороший смартфон. А 12 гигабайт оперативной, 512 гигабайт своей флеш-памяти действительно заслужит внимания даже в наше непростое время. Потому что, как мы знаем, сейчас все производители стараются сделать свои смартфоны как можно более, какими-то слабенькими, но зато ценник у них ого-го какой. Потому что кризис, потому что коронавирус, потому что все очень и очень тяжело, потому что санкции и так далее. То есть на данный момент мы имеем очень мало компаний, которые могут предоставить нам бюджетные решения, но не в плане характеристик, то есть характеристики действительно на высоком уровне. Сейчас вы скажете мне, а как же Xiaomi? Xiaomi раньше, да, предоставляла нам очень много интересных решений, но, увы, на данный момент они стоят очень и очень дорого. То есть уже эта компания превратилась в настоящий А-бренд, который предоставляет смартфоны задорого. И вы уже тут выбираете, что вам купить. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.